Всем добрый день! В этом видео я покажу, как я связала вот такой боди для куколки Лол. Снизу ножки так обвязываются, держится он на завязочках, сзади завязочки, можно спрятать их потом внутрь просто под боди. Можете сделать пуговички или любое другое крепление, как вы хотите. Примерять буду вот на этой куколке. Я вяжу хлопком Ирис Гамма 10 граммов на 87 метров и крючком номер 1. Вы можете использовать любую другую пряжу, примерно такой же по толщине, чтобы боди хорошо села на куклу. Я буду вязать желтым и обвязывать розовым. Для начала я оставляю вот такой кончик сантиметров 15 для одной из завязочек. Начинаю я вязать сверху вот с этой части, и здесь у меня 5 петелек, поэтому я делаю узелок и 5 воздушных петелек. И также нужно сделать петлю подъема, то есть всего 6 петель. И по цепочке начинаем вязать боди. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Получается такая деталь. И петелька подъема. Поворачиваем. Дальше, начиная с первого столбика предыдущего ряда, вяжем прибавку. Три столбика без накида. Это у меня так попугаи кричат за окном. Громко. И в пятую петельку предыдущего ряда прибавочку. Получилось 7 столбиков в ряду. Здесь я делаю узелок через воздушную петлю, вытягиваю нить немножко совсем и обрезаю. Снова беру ниточку и начинаю вязать. Почему я так делаю, я объясню чуть позже. 11 воздушных петель через узелок. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Прикрепляюсь к предыдущей детальке, там, где широкая сторона, и вяжу 7 столбиков по вот этим предыдущим петелькам. 1, 2, вязать желательно за обе стенки петель.
2, 3, 4, 5, 6 и 7. И снова 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И петелька подъема 12. Поворачиваю. И по одной из сторон цепочки со второй петли от крючка по вот этим 11 петелькам нужно связать 11 столбиков. 1, 2. Смотрите, чтобы цепочка не перекрутилась, чтобы вы вязали именно по той стороне, которая придет в итоге не вниз, не вот сюда, а вверх. 4. Иначе, ну, будет немножко некрасиво перекручено. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. И я пришла к основной части. Здесь нужно захватить вот этот кончик, просто его вывести в текущий ряд и вот так вот проложить сюда между рядами, провязать поверх этого кончика, чтобы он спрятался. Здесь у нас по-прежнему 7 петель в основе, и по ним мы вяжем так: 3 столбика, прибавка 3 столбика. Тем самым мы получим уже здесь 8 столбиков. Расширение идет по центру, потому что там начинается животик, чтобы потом боди сильно не натягивалось. Его надо чуть-чуть расширить. 3 я связала. В этом месте посередине делаю прибавку. И еще 3. Хвостик аккуратно. Можно вот здесь его уже подрезать. И последний столбик, 3. И вяжем по вот этой цепочке теперь. Тут надо не потерять первую петельку. Вот она. Также 11 столбиков должно получиться по цепочке. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 и последняя петелька перед узелком 11. Здесь вытяните нить и примерьте кукле. Цепочки вот эти должны пройти под руками. Так. И сзади оно должно соединяться друг с другом. Вот так вот. Если соединилось, то все в порядке. Вы используете нужную пряжу и нужный крючок. Если широко, то возьмите нить потоньше или крючок потоньше, поменьше. И наоборот. Теперь нужно вот этот хвостик сразу спрятать. Сюда вот в эту только что связанную петельку протянуть. Поворачиваем вязание. Вяжем воздушную петлю подъема. И вот этот кончик прокладываем теперь сюда сразу, чтобы его потом не прятать. Следующий ряд. Вяжем 10 столбиков по предыдущим петлям, по петлям предыдущего ряда, захватывая вот этот кончик. 2, 3, 4, 5. И кончик можно обрезать. Он уже закрепился, больше он никуда не денется. И вяжем дальше. Шесть, 7, 8, 9, 10. И остается один только столбик вот на этой части. В этот столбик вяжем прибавку. Здесь у нас пошел животик очень сильно на расширение. Нужно довольно много прибавить, иначе потом боди не налезет. Так, мы дошли до основной части. И здесь вяжем следующим образом. У нас 8 петель основной части. Вяжем прибавку. Столбик. Прибавку. И столбик. Потом провязали 4 петли из 8. И теперь в обратном направлении. Столбик, прибавка, столбик, и прибавка. Мы дошли до вот этой части.
И здесь точно так же симметрично той части вяжем прибавка и 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Получилась вот такая деталька. Поворачиваем вязание. И следующие два ряда свяжите самостоятельно, я не буду этого делать на камеру. Следующим образом: в крайние петельки прибавки, все остальные петельки просто столбики. Таким образом, два ряда нужно провязать, и получится в итоге у вас 40 столбиков в ряду. Начните с петли подъема каждый ряд, и в первую петельку вяжем прибавку, целый ряд до конца столбики, в последнюю петельку прибавку, затем поверните петлю подъема, в первую петлю прибавку, столбики, и вы вернетесь сюда, в последнюю петлю прибавочку. Я провязала, и теперь нужно соединить наши части на спине. Ищем первую петельку этого же ряда и вводим туда крючок. И провязываем соединительный столбик. И здесь я хочу остановиться и рассказать, почему я после того, как связала вот эту часть, обрезала ниточку и начала вязать заново. Если начать вязать, не обрезая нить, цепочку, потом назад, столбики, потом в эту сторону цепочку, то сместиться на один ряд, то есть здесь начнется цепочка раньше, а здесь начнется цепочка на целый ряд позже, потому что мы здесь уже ряд свяжем дополнительный, и цепочка пойдет только отсюда. И это будет заметно, что вот эта часть короче, чем вот эта на целый ряд. То же самое происходит вот здесь. Если здесь соединить просто обычным столбиком и начать вязать дальше, то опять же сместиться вот так вот на один ряд. А так как я соединила соединительным столбиком, то здесь вот эти части, они одинаковые по высоте. Не повторяйте моих ошибок, потому что здесь я сделала неправильно. И мне пришлось там другими способами исправлять это. Теперь следующий ряд вяжем через петлю подъема. Это будет вместо первого столбика. И нужно провязать еще 39 столбиков. Итого получится 40 петель в ряду. Второй, третий. И поставьте снова видео на паузу и провяжите ряд. Здесь у вас будет 40-я петля. Я провязала, всего 40 столбиков получилось. И нужно соединиться снова соединительным столбиком
с петлей подъема, которую мы делали в начале ряда вместо первого столбика. Вот так. И в этом месте остановитесь и примерьте на куклу, чтобы ей это все было в пору, иначе потом придется перевязывать. Вот у меня вот так хорошо находит. Завязочка будущая. Здесь будет соединение потом. Почему я сразу не вязала здесь слитно, а пришлось сделать такое разъединение? Потому что у меня на куклу бы не налезло просто через большую попу. Все отлично сидит, поэтому можно вязать дальше. Так, у нас 40 петель в ряду сейчас, и уже пора идти на сужение, делать вот эту часть боди, которая как трусики. Поэтому вяжем следующий ряд. Без уже петли подъема она не нужна. Нужно связать 20 столбиков до середины передней части. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И посмотреть, является ли 20-я петля визуально центром вот этой передней части. Мне кажется, нет. Потому что при вязании по спирали у нас получается смещение. Я еще одну свяжу. И примерно теперь у меня это половина. Дальше начинаю вывязывать нижнюю часть. 6 столбиков провязываю. 3, 4, 5, 6. И надо развернуться и начать вязать в обратную сторону. Но чтобы здесь не было такого угла прямого, да, который получается от столбиков, я делаю здесь обычную такую убавку. И она немного сгладит эту часть, как бы под углом будет. Не будет так ярко выражено. Вяжу петлю подъема, поворачиваю. Дальше я пропускаю вот эту петлю, которая у нас была убавкой. И со второй петли провязываю снова убавку. 12 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И сейчас нам надо повернуть и вязать назад. Но здесь опять же прямой угол, поэтому, чтобы его убрать,
я делаю убавку, петлю подъема и поворачиваю. Опять пропускаю первую убавку, первую петлю, вяжу убавку, восемь столбиков, и убавку. Видите, здесь получается, ну, почти ровный такой край за счет этих убавок. И дальше также поворачиваем, петлю подъема, пропускаем убавку, вяжем убавку, столбики, раз, два, три, четыре и убавка. Примерим на куколку. Вот так мы тихонько сужаем, и получаются трусы боди. Сейчас у меня в ряду 6 петель. Нужно довязать до 2. Это значит, что вяжем следующий ряд. Петля подъема, поворачиваем. Пропускаем убавку, вяжем убавку. И еще убавку. Получилось 2 петли в ряду. И теперь вяжем поворотными рядами просто по 2 петельки через петлю подъема. Первый ряд. Поворачиваем петлю подъема. Второй ряд. Петлю подъема. Третий ряд, петлю подъема. Четвертый ряд. Пятый ряд. И шестой ряд. Так получается. И теперь идем наоборот на прибавки. Петля подъема, в первую петлю прибавка,
во вторую петлю прибавка, и нужно примерить. Да, вовремя начались прибавки, сидит ровно. И на попе мы будем прибавлять следующим образом. Петля подъема. Сейчас у нас 4 петли. В первую петлю 3 столбика. 1, 2, 3. Потом столбик, столбик. И в последнюю петлю 3 столбика. Петля подъема. Прибавка. Столбики до последней петли. Три, 4, 5, 6. И в последнюю петлю прибавку. 1, 2. Получилось 10 петель в ряду. Петлю подъема делаем. И снова прибавка. Столбики. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в последнюю петлю прибавку. И снова примеряем. Здесь у нас будет повыше. И вот так вот сойдется. И осталось прикрепить вот эту часть, пришить к верхней части. Как я это делаю? Я не люблю иголки. Я пришиваю все крючком. Вытянуть нить. Обрезать.
приложить сюда, чтобы было так симметрично по центру. И я прямо крючком начинаю пришивать за обе стеночки. Так. Следующую петлю ввожу и в эту петлю ввожу, захватываю нить, протягиваю. Если вы провяжете здесь, например, за только одни стеночки передние, то сзади у вас будет некрасиво внутри. Если вы провяжете здесь, например, соединительными столбиками, то будет тоже некрасиво, потому что будет шов, хоть и из соединительных столбиков, но тоже некрасиво. А если вот так вот сшить крючком, то более-менее незаметно получается. Если вы знаете другие варианты, то пожалуйста. В общем, вот таким образом я сшиваю до конца. Я дошила, и вот смотрите, почти не видно, как будто здесь просто связан ряд со столбиками. Поэтому рекомендую такой способ. Здесь я сделала узелок. Ниточку можно подрезать короче. И примеряем на куклу. Так сидит. Отлично. И вот здесь получились неровные немножко края. Ну, если нравится, можно оставить и так. Ну, можно сделать вот такую обвязку. И осталось сделать вторую завязочку и сзади закрепить вот эти две части, которые расходятся. Так. Прикрепляюсь вот к этому краю. Побольше взять. Делаю узелок. И вяжу воздушные петельки. 4, 5, 6, 7, 8. И с первой завязочки тоже воздушные петельки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ниточки вытянуть, чтобы они были одинаковые. Отрезаю вторую. Так, как я креплю сзади вот это расхождение? Этот кончик нужно будет спрятать. Так, я делаю назад. И как я здесь креплю, чтобы вот это сошлось и не висел боди на кукле. Цепляюсь за крайнюю петельку. И сюда продеваю вот этот кончик, то есть наискосок.
так. И, соответственно, сюда я продеваю вот эту ниточку. И когда они стянутся, то стянутся вот эти края. Ну, может быть, останется посередине небольшая дырочка. Но если эту дырочку не делать, повторюсь, то просто комбез, этот боди не оденется на куклу, потому что в груди у нее все-таки расстояние гораздо меньше, чем на попе. И завязываю бантик. Кончики можно сделать поменьше, ориентируйтесь сами. Вот этот почти такой же. Бантик поменьше. Вот так вот. И как и на всех предыдущих платьях, я делаю здесь такие большие узелки. Вот такие вот. Чтобы эти ниточки не потерялись, не выдернулись из одежды. Вот так. То есть, смотрите, я бантик уже тут развязала. Если ребенок будет играть и захочет снять боди, то он не выдернет вот эти ниточки отсюда. При этом боди хорошо снимется. Вот такие лямочки будут. И потом, дернув за эти узелки, можно снова завязать и стянуть эту дырочку. Вот так. Ну, я не буду сейчас завязывать бантик. Принцип понятен, да? Снимаем боди. И осталось обвязать нижний край и спрятать кончики. Вот этот кончик от завязочки нужно будет просто сюда между рядами запрятать. Вот этот кончик спрячется под обвязкой, и кончик от обвязки нужно будет, соответственно, спрятать тоже. Обвязывала я просто столбиками. Прикрепите нить, узелок, воздушная петля вместо первого столбика, и просто по кругу обвяжите вот так вот столбиками, пряча вот этот хвостик, первый и желтый, ну то есть основной цвет. И, соответственно, точно так же сделайте на второй ноге. При желании можете сверху тоже обвязать. Но я не хочу. То есть вот так вот. Обвяжите обе ножки. Я вышила крючком, так же как кармашки в предыдущем видео на платье. Я написала лол. Можно написать все, что хотите. Сзади получается вот так. Если кукла интерьерная, можно вот в эту дырку все эти завязочки спрятать крючком, и их не будет. Если игровая, то можно снимать, одевать. Ставьте лайк, если понравилось видео. Если нравится боди,
Не забывайте подписаться, ждите новые видео. Пока!